объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, нам каждая минута дорога, и, поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим. Князь Игорь вернулся из Половецкого плена. Маша, что с тобой? Ничего. Дома что-нибудь случилось? Ничего. Ну что с тобой? Ты бледная, как смерть. А я и есть смерть! Отстань, я бой хочу! Маша! Это пятерочка. Вижу 2 мессеров на 9. Атакую! Сова, русские применили тактику круга. Как понял, прием.
Не беспокойся за меня, Саша. Умри, гадина! Маша! Он на хвосте у меня! Саша, держите сейчас! Саша! Пулемет заклинило! Саша! Прощай! Это роща, это роща. Что там у вас? Маша! Таран! Мне сказали, что ты, наверное, погиб. Прости меня. Что? Я давно простила. Господи, глупость какая. Я так по тебе соскучилась. Только сейчас это понимаю. Смотрю на этих мальчишек. Завтра из них кто-нибудь из боя может не вернуться. От такой же дури вроде меня. Прости меня, пожалуйста. Это я виноват, слышишь? Я виноват. А мне сказали, что ты погиб. И что тебя сбили. Тебя что, сбили? Да, было дело. Поранился, да? Ты что, прямо с неба упал? Нет, упал самолет, а я просто в нем сидел. Не знала. Но я почувствовала. Как удивительно, что мы здесь встретились. Да, судьба. Да. Вы знаете, а я бы хотела оказаться в той машине. Ну, только без аварии, конечно. Прошлое не вернешь. Ты только дождись. А я выживу. Я обязательно выживу. Там, в небе, я еще, может быть, увереннее, чем тут, на земле. Так что ты не бойся. Не бойся, слышишь? Только дождись меня. Обещаешь? Я тебе обещаю. Слово какое-то неправильное. Я тебя буду
ждать. Я тебя и так жду. Ты обязательно вернешься. Война эта проклятая кончится. Ты обязательно вернешься. Победишь. У нас с тобой много-много предстоит. Ал, я люблю тебя. Берегите себя. Если бы ты знал, как я тебя люблю. Я хотел вам сказать, Лида, вы меня простите. Я перед вами в неоплатном долгу. Да что вы. Даст Бог, еще и, может, вернете должок. Спасибо. Спасибо. Ну вот, пора. Леня, поехали. Ну, до победы. Да, да, обязательно до победы. Вы только постарайтесь остаться в живых. Выживите. Аллочка, до свидания. Поехали, поехали. Спасибо тебе. И прости меня. Спасибо тебе, командир. Да мне за что, Лёнь? Останови машину. Выходи! Тройся! Чего ты, Лёнь? Давай отойдем. Хотел тебе спасибо сказать, что тогда в Москве мне в морду заехал. И у меня к тебе еще одна просьба имеется. Чего, с другой стороны поправить? Да нет. Ну чего, говори, Лёнь. Подожди, ты только не смейся. Ну давай не томи, говори. Я покреститься хочу. Шлагбаум поднять. Есть. Смирно. Господин генерал, ну как прошла перегонка новой машины? Прекрасно. Она действительно производит впечатление? О, да. Пойдемте посмотрим.
Действительно, впечатляет. Я очень горд, что мне выпала честь первому осваивать этот новейший реактивный истребитель. Мы назвали его Швальбе, ласточкой. Почему ласточкой? Потому что она быстрая и действительно ни с чем не сравнима. Она и правда не такая, как другие самолеты. Я ее только перегнал. Мне ее нужно еще опробовать в деле. Надеюсь, скоро посмотреть, на что она способна. Очень хорошо, господин майор. Продолжайте работу. Дождался, дружище. Обними меня. А, ты мой мать. О, хороший пес. Дождался, Кеша. Мы уж думали, помрет, бедняк. Без тебя же ничего не ел. Вот выйдет на поле и скулит, смотрит в небо. Скучал. Что случилось? Березкина. Что, Березкина? Погибла девочка. Тара. Вот тебе и вернулся. Алло, брату. Ну что, жить буду? Будете. И долго. Здоровье у вас, товарищ капитан, железное. А вместо сердца пламенный мотор. Пламенный мотор. Я ведь всю ночь уснуть не мог. Чувствую, что в груди будто зверь какой-то трепыхается. Думаю, помру. У вас такое богатое воображение, товарищ капитан. То у вас лягушки в животе прыгают, то зверь трепыхается в груди. Вы уж как-то разберитесь со своим богатым внутренним миром. Ну, может, мое сердце к вам из груди выпрыгивает. Я ведь, как только вас увидел, сразу почувствовал, что внутри будто что-то шевелится. Шевелится. Понятно. Командир из штаба вернулся. Шугаев с ним нашелся живой. Дела. Честное слово. Дорогие мои. Дорогие мои. Я своими глазами видел, как эти гады, как гестаповцы, будто зверя на охоте расстреляли Милку Рапопорт. Я не знаю, что еще сказать. Замполит, давай ты, у тебя это лучше получается. Товарищ Шугаев, Леонид, просто нам расскажи, как это было. Они ее вывели. Там аэродром строят. Поляки и наши пленные. Они ее вывели перед строем. А бежать там некуда. Понимаете, братцы, бежать там некуда было. Она вдруг побежала. Она не хотела просто так стоять и смотреть, какие пули в грудь. Убили ее. На бегу. Но она не от них бежала. Я не знаю, она как будто взлететь хотела. Как птица. На свободу. Вот. Все. Светлая вам память, девочки.
Готовься! Пли! Упокой, Господи. Милая моя дочь Машенька, с первой оказии спешу сообщить, что остались мы с тобой одни. Деревню нашу немцы пожгли, и людей всех поубивали. И отца твоего, и братика младшего Степку. А все за то, что у соседки Агуреевой, помнишь, у нее дом крайний, у оврага? Ну да немцы у нее 2 раненых наших солдат нашли. Донес кто-то. Меня, считай, случай спас. Корова наша Зорька, кормилица наша, с ночи в лесу затерялась. Ну, я пошла искать. Назад утром веду ее, слышу стрельба, дым к небу поднимается. Глянула, аж в голос завыла. Вместо деревни, считай, одни печные трубы торчат. Так что живу я теперь Зорькой у твоей тетки Клавдии в Студенцах, где святой источник бьет. Писем к нам не ходила, пока вот не пришли красные войска. Уже не знаю, когда дождусь тебя, потому благословляю, дочуля моя. Мать твоя, Матрёна Березкина. Со слов записано верно. Писал рядовой груздяк. Очень важно держать мистер Шмидт от атакуемого самолета сзади и ниже. Почему? Обломки могут попасть в воздухозаборники турбин, и это выведет мотор из строя. Теперь понял. Не удивляйтесь моим вопросам, для меня все тут новое. Я только 1 раз летал на этой машине. Да, «Ласточка» действительно необычный самолет. Я с ней познакомился еще на стадии производства, но даже для меня она загадка до сих пор. Значит, повторим еще раз. Обзор вниз ограничен. Лобовая атака почти нереальна из-за слишком большой скорости сближения. Все верно? Отлично. В общем, улучшил момент, прыг в кабину и показал. Эх, надо было по ним с их самолетов-то и дать. Ну, я и дал, кстати. Огневая мощь у нового худого, ого-го. Я им там распахал. Все распахал, одним словом. И все было бы хорошо, если бы не вот эти замечательные товарищи французы. Вы, я думал, все. Я думал, хана. Все грамотно сделали. Зашли в хвост и как... Дали мне. Мерси. Мерси, грамотно сделали. Жалко, что познакомились таким путем. Короче, ребят, у нас еще времени 2 часа і жара. У мене ідея. А давайте ми бомбометання на річці повторимо, а? З імітації посадки на воду в разі відмовить вибор. А что, я не против. Есть возражения? Приступить! Давай, Скибе! За родину! За Сталина!
ти Вітя гепнув, а пістолетики трохи замерзли. Свободе, сержант. Истребители! Я вам вас доклад. Ну как они? Как дети. Только что плакали, вот не хотели идти. Потом полезли, вон разыгрались. Девочки. Юные совсем еще девочки. Им бы на танцы ходить, кавалерам голову дурить, а они вон тут стреляют, убивают. Я часто думаю, что будет потом? Когда мы все вернемся с войны, какие мы будем? Мы сможем опять просто жить, а? А где Жень? Французы. А французы вот там дальше плавают. Красиво плавают. Пойду посмотрю. Не велят Маше за реченьку ходить, не велят Маше молочика любить. Божья коровка, улети на небо. Там твои детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе ни одной. Ритка, ты что ли? Мужик? Войтик? Нет, ребят, ну я не знаю. Так, Василий? Скиба? Я не знаю, ребят, я не угадайка. Все, я сдаюсь. Не пусти. Ты прекрасна. Пусти, лягушатник, сейчас схлопочешь, схлопочешь. Что значит ученый? Ученый – это аспирант, который еще не доктор. Доктор? Врач? Ну, это так называется. Такая ученая степень, доктор наук. Я не понимаю.
Спасибо. Что случилось, Дина? Ничего. Кто тебя обидел? Ну-ка, рассказывай, в чем дело? А? В чем дело? Ты чего? Опять пчелы покусали? Да. Что за пчелы-то, наши? Французский. Он тебе нравится? А что ж ты тогда расстраиваешься, дуреха? Я боюсь, что он больше ко мне не подойдет. Дуреха ты, дуреха. Там такие маленькие бистро, и люди танцуют прямо у входа. Прямо на улице. Да. Там разноцветные фонарики. И можно танцевать прямо на улице. Чудно. Пойдемте, пожалуйста. Удачного полета! Товарищ командир. В общем, картограф собирался ехать, но... Где новые карты, в конце концов? Так я же говорю, картограф собирался ехать, но мы решили по-другому. Ну, долго так на машине. Что значит долго? Да карты замполит привезет. Он недавно улетел. Как улетел? С кем? Замполит! Чего ты вцепился в ручку-то? Отпусти ее, не мешай самолету лететь! Ага! Ну как? Здорово! Теперь собирай ручку вправо! Да? Держи нос по горизонту! Вызывает Швальбе. Где вы? Я Швальбе. Возвращаюсь. Начинаю снижение. Возвращайтесь на базу. Я на подлете. Топливо контролирую. Скоро буду. Замполит, что это было? Кажется, самолет! Проклятие. Это невозможно. Ты не успел выстрелить, Бельке. Моя ласточка щелкнула меня по носу. У него скорость раза в 3 выше, чем у наших яшек! Таких самолетов не бывает! Приготовься, сейчас садиться будем! Ага!
Ну, слава богу. Как их Брагин отпустил, непонятно. Разберемся. Я обещал тебя научить летать! Вот и учись! Все советские летчики учились летать на У-2! Путевка в жизнь! Ага. Горизонт! Ага. Понял! Понял! А если что, помоги! Что творят, а? Машину же угробят и сами угробятся. У них и радио нет. Может, ранен. Скорую пожарную. Подтверди, скорую пожарную, срочно! Ты, главное, на полосу прицелься! Просто руку с ручки газа и с ручки управления не убирай! Я помогу! Понял! Молодец! Вот это посадка у вас, товарищ Вадимасов. Научите? У меня? Так я не сажал. Как? Вот так. Вы сами, товарищ замполит. Я даже ручку управления не трогал. Вы все сделали сами. Так что можете смело менять свои пехотные погонщики на погоны с голубыми просветами. Сам, что ли, посадил? Небом клянусь! Сашка! Разойдись. Карту-то привезли? Привезли. Ну, во-первых, не привезли. Как? Не привезли, а привез. Товарищи, у меня есть важное официальное заявление. Сегодня важнейшее событие 1944 года. Ровно в 15 часов 44 минуты капитан Вилорик Падалка совершил свой первый полет и благополучно вернулся на землю, следовательно, стал летчиком! Ура! 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 Товарищи! Ура! Ура! Смирно! Ух, укачало. Что, сам управлял? Так точно. И сам посадил? Ну да. Вольно? Ну, Саня. Командир! Вы меня точно до инфаркта доведете. Ты-то куда смотрел? А если бы замполит убился? Не убился же. Как говорится, летчик на земле, самолет на стоянке. Значит, полет удался. Саша, Ну, хоть у кого-то мечты сбываются. да на 10 суток бы их посадить на губу за такие мечты. Командир, там у нас одна накладочка вышла. Отойдем? Хороший кофе. Племянница передала, последний. У русских есть такой деревянный ящик, они на нем летают, называют его кукурузник. Я никогда на них не охотился, не хотел. Это ниже вашего достоинства. Возможно. Хотел пострелять, а наша ласточка такая быстрая, и я не успел, просто не успел, проскочил. Я должен привыкнуть к такой скорости. Разрешите обратиться, товарищ подполковник? Я вас слушаю, капитан. У меня к вам деликатная просьба.
Пойдемте. Я скоро буду. Женя, Женечка, малыш, а чего же ты не спишь? Лай-ла-ла-ла-лай-ла-ла, лай-ла-лай-ла-лай-ла-ла. Придет серенький волчок, схватит Женю. Разрешите войти, дамы? Войдите. Зина, тут такое дело. В общем, я буду переводить. Vas-y, Gérard. Zina, chérie, Дорогая Зина, mon cœur déborde d'amour. в мое сердце поселилась любовь. Depuis que je t'ai rencontré, je n'arrive plus à trouver le sommeil. С того момента, как я тебя увидел, я потерял покой. Après la guerre, j'aimerais que tu m'accompagnes en France, После войны я хочу пригласить тебя во Францию. en Provence, dans ma ville natale de Digne. В Прованс, в свой город Динь. Là, tu pourras rencontrer mes parents et ma petite sœur. Я познакомлю тебя с родителями, с младшей сестрой. On pourra se balader et je te montrerai la lavande de chez nous. Весной я покажу тебе, как цветет лаванда. Zina, est-ce que tu veux devenir ma femme? Зина, выходи за меня, за него замуж. Уйдите отсюда! Уйдите, уйдите! Выходите! Выходите из палатки, я сказала. Ты что? Ты что, моя родная? Сейчас, сейчас. Сейчас дам тебе наш сериал. Ты что? Ты что, с ума сошла? Что я сделал не так? Вообще-то все. В смысле? Тебе не понять, Жерар. Но не обращай внимания. Ты все сделал правильно. Это я поступил опрометчиво, как мальчишка. Так что же мне сейчас делать? Ждать. Все хорошо, Жерар. Поверь мне. Что ж, пойду прогуляюсь. Ну что, выступил в роли свата? Да выступил. Теперь придется выступить в роли стукача. Я обязан доложить Максимову. А значит, Зинка не в Париж поедет, а в места отдаленные за связь с иностранцем. Ты что, серьезно? Конечно, серьезно. Я командир, советский человек, обязан. Да погоди докладывать. Француз завтра в бой, а там... Ладно, никак. Капитан, за карту распишитесь. Сулейман, ну-ка пойдем проверим метеосводку. Давай, давай, пошли. Я был у тебя там, на могиле. Там была надпись «Евгения Дементьева». Значит, буду долго жить. Я никогда не мог поверить, что тебя нет, и я тебя никогда не увижу. Но, понимаешь, эта надпись... Что это меняет? Почему главное в этой жизни – это оправдаться?
что меняет оправдание? Сделано, сделано. Да, сделано. Ну что же мы теперь? Я не могу без тебя. Я на тебя смотрю и понимаю, как сильно я тебя люблю. Я смотрю на тебя и понимаю, я так сильно тебя люблю. И что? Ничего. У тебя с Поливановой. Женечка. Вот и все. Вот и все. Илюша, ты такой порядочный человек. Неужели ты не понимаешь, что ты этой женщине теперь должен? И это никуда не уйдет из нашей жизни. Понимаешь? Никуда. Это тупик. Тупик. Но я тебя искал. Ты меня нашла. Мы оба живы, понимаешь? Мы живы с тобой, живы. Я не смогу, правда. Я правда, я дура, может быть. Я не смогу. Что же делать? Так що от, братці, а кроме чечетки нічого ведь і не умел. А я, хлопці, як не вмів, так і не вмію. Друге діло гупа. Як картошка, хлопці? Приятного апетиту. Дякуємо, дякуємо. А зараз, шановні, слово надається лейтенанту Рубену Гамлетовичу. Просим! О, ну. Вот когда мы такие же, как вы, зеленые, пришли сюда, товарищ, герой Советского Союза Леонид Шугаев сказал нам, надо навязать противнику победную тактику, чтобы он сразу знал, мы в воздухе главные. А это как? Сейчас я тебе объясню. Хвилинку, шановний, можна я скажу? Слово предоставляется лейтенанту Микола Скиба. Це дуже просто, хлопці. Перемога повинна бути в серці. З нею, хлопці, треба літати. І тоді в небі нічого не страшно. Ніяке падло вас не злякає. Зрозуміло? Да. Ну і все. Командир! Ой. Сидите, ребят. Молодцы, дело говорите. Продолжайте. Так ось, шановні. У летчика главные три вещи. Три. Первое. Любовь к самолету. Да. Второе. Любовь к родине. Третье. Любовь к матери.